мне выпадает 1, а 1 это желтая категория. Вытащился. Транспорт. Могу взять действительно хлопенью и пошить ее. Обнаружила, что у меня в Бабе-Яге есть ступа. А ступа у нас это очень даже транспорт для нашей Бабы-Яги. Всем большой-большой привет от меня и от Бабы-Яги. Я в предыдущей серии вводила вас постоянно в заблуждение, что я там беру, заменяю, не заменяю, использую карточку, не использую. И вот в итоге я все-таки решила брать эту прекрасную женщину и заканчивать эту работу. Итак, мне попалась все-таки желтая категория, транспорт. Я думала Я думала заменить, но в итоге решила не заменить, а взять вот эту даму в транспортной ступе. Отличный транспорт. И заканчивать эту работу. Здесь остается что-то типа 2000 крестиков. Да, то есть вот эта вот рамочка. По-моему, здесь какие-то грибочки, что это, или елочки были. В общем, и рамочку просто завершить, и будет готова моя красавица. Потом я ее вам сниму в более... Цвет основы не очень хорошо передается. Ну, вот так вот получше. Но, тем не менее, потом, когда уже финиш будет, я вам красиво поймаю цвет. В общем, вот такие у меня планы. Следующий кадр будет обязательно с финишем. Я, как вы понимаете, все-таки решила не ждать прохождения полного круга. Иногда мне попадаются там шестерки, я быстро иду, а иногда по одному кубик выпадает. И, кстати, вот сейчас цвет хорошо передается. А иногда, значит, по одному ходу делаю, и это какая-то бесконечная серия будет. Поэтому как-то буду ориентироваться на неделю. Что за неделю успела, то и показала. Ну, получилось не очень интересно, потому что вышивала всю неделю один процесс. Ну, что ж поделать. Давайте посмотрим на мой челлендж от Наташи из канала «Вышивальный интроверт». Она предлагала финишировать 24 процесса по определенным категориям. Я уже какие-то категории тут закрашивала. Мне осталось 2 работы внести. У меня сейчас ее нет перед собой. Это... как ее называют? Девочка у меня была от... Little House Needleworks. Там это у меня примитив. Я уже первую девочку внесла, вот январскую, как девочку с текстом, а вот февральскую, давайте надо убрать вот это, то неудобно. Ладно, хорошо, не убирается. А февральскую давайте вот возьмем как примитив монохром. Она... Что это? Кто это? Она весьма примитивная, поэтому подойдет. Я потом красивенько закрашу. И следующий финиш у меня был, я его тоже еще не внесла. Смотрите, какой прекрасный. Если вдруг вы не смотрели в предыдущей серии, посмотрите, я его там показывала во всей красе. Значит, этого товарища я внесу вот сюда. Дело в том, что на 1 января этого года к нему абсолютно не тянулась рука. Я немножечко на этот счет переживала, потому что работа мне очень нравится. И я ее планировала заканчивать еще в прошлом году, но что-то в ноябре перевышивала, и никак дальше не хотелось. Но, к счастью, вот в этот раз... Так, ладно, это я потом красиво зарисую. Но, к счастью, вот в этот раз взяла и заканчивала низ вот этот вот. И закончила. Хорошенький, прекрасненький, чудесненький. Ну что ж, пошла я вышивать Бабу-Ягу. Спешу похвастать финишем. Вот только-только закончила, с пяльца еще не снимала. Красота. Красота моя. Короче, хочу рассказать вам. Значит, давайте сначала посмотрим, что по ниткам. У меня были ПНК. Так, осталось много всего. Вот эти, наверное, больше всего использовались, коричневые и зеленые. Но, как вы видите, их прилично осталось.
черный тоже достаточно много использовалась, тоже нормально осталось. Это я не пользовала, потому что это было в коже, и мне показалось, что не хочется мне ее такой делать. Хотелось более такую утонченную даму, поэтому я ее заменила на какой-то цвет, я не знаю, там Анкор или DMC. Желтый. Вот это вообще очень мало использовалось. Желтого тоже не так, что прям совсем много. Красный чуть побольше, но тоже осталось очень много. И это вот типа икрю. Хотя, мне кажется, икрю того же DMC, например, немножко более кремовый, что ли. Короче, много ниток осталось. Я здесь допустила ошибочку. И думала сначала, что буду распускать, но в итоге кое-что скорректировала и оставила так. Значит, у меня вот здесь вот елочка. Вот это неизвестное что-то. И этот гриб должны были быть на одну клеточку выше. А здесь, видите, расстояние осталось в одну клеточку, а должно было быть как вот здесь в 2. Я подумала, что, наверное, буду распускать. Сначала сделаю рамку, посмотрю, как это выглядит. И посмотрела, что если бы вот, например, наверху такое случилось, я бы, наверное, все-таки распустила. Но поскольку это внизу, то как будто бы елочка вот с этого растет. Ну, в общем, короче, я себя убедила в том, что в этом случае это выглядит нормально. Но у меня оставались вот эти два элемента, и я решила их тоже спустить на одну клеточку, чтобы была еще и вот эта симметрия, что и тут отступ тоже по одному. То есть оригинально и эта работа, и этот элемент должны быть на одну клеточку выше. Вот, собственно, такая у меня работа. Давайте посмотрим на отглаженную. Я ее буду стирать и покажу вам в следующих кадрах ее в полной красе. Буду делать новый ход, и я нахожусь на желтой клетке. Впереди у меня очень много всякой аренды, но мне, как обычно, надо на голубую клетку, чтобы шить халапеньо, а все везде занято. Но неважно, будем бросать кубик. Ага, один, жаба. Давайте посмотрим, что в жабе. Значит, вносим в кадр жабу, достаю из серединочки. Я арестована. Ну, какая прелесть. Наверное, карту мира буду шить и не выпендриваться. Что я вам хочу сказать? Я хорошенько подумала и решила взять вот этого деда на пластике, которого я так нежно люблю. Это все в кавычках, если вдруг вы не знаете. Закончить я его, конечно, не закончу. Здесь остается где-то 1200 крестиков до финиша. Но почему я решила все-таки взять его, а не карту мира? Он мне дается сложнее. И ну вот, видимо, пластик не мое, и когда я тут на пластике пытаюсь что-то вышивать, я все руки себе исколю, и 100 крестиков не выше уже устану. Поэтому, вернее, не поэтому, а это один из факторов, из которых я решила взять. Почему? Потому что сегодня у нас уже воскресенье, вечер, практически ночь. Я, наверное, что-то начну здесь вышивать сегодня, но с понедельника по пятницу в будние дни я стараюсь брать в работу другие процессы, которые у меня вышиваются к определенным срокам. И это отныне и навеки
клейки и хлопение. Ну, на данный момент это 2 работы. Я их беру вне зависимости от хода, от игры. То есть мне надо их продвигать на определенное количество, поэтому то, что там крестики не зачтутся, ничего страшного. И поэтому я подумала, что нормы мне там по-любому надо вышивать, поэтому я буду брать с утра, если не работаю, вот процесс на темной основе. В перерывах могу вот отдохнуть на этом дедуле, вышить там хотя бы эти 100 крестиков несчастные, и потом дальше заниматься хлопением, и как раз примерно за 5 дней, ну, может быть, быстрее, если не буду сильно искалывать пальцы, то как раз вот буду и норму выполню, и деда вышью. Еще одна из причин у нас в правилах для тюрьмы. Мы до начала игры выбирали 3 процесса, которые у нас сложно идут. И я выбрала карту мира, которую я явно в этом году не закончу. Осенний замок, который там на 100 тысяч крестиков, я его не то что в этом году вообще неизвестно, когда закончу. И вот этот дед. Этот дед единственный, который как бы, ну, реально закончить в этом году. Дальше, когда одна из работ тюремных заканчивается, у нас будет народное голосование, и все остальные игроки будут выбирать, какой мне процесс включить в тюремные. И, в принципе, мне, наверное, было бы интересно узнать, что мои коллеги мне выберут. Но, опять-таки, эту работу я сейчас не закончу за этот ход, но 1200 – это 3 раза в тюрьму сходить. Нет, ну, на самом деле, 2 раза сходить в тюрьму и 1 раз взять уже и закончить, да, в какой-то ход. Давайте покажу вам, что буду вышивать с понедельника. Вот она, красавица моя дракониха. Ну, у меня сейчас темно, свет такой искусственный. Значит, я здесь хочу за эту ближайшую неделю, да, то есть на вот эту вот серию нашу, до конца нашей серии вышить 1000 крестиков. И это будет в целом нормально, но не так, чтобы сильно просто, потому что простой участок я вышла вот здесь вот сереньким. Здесь еще какие-то остались моменты серым, но в основном это вот эта часть, а вот эта часть это розовые чешуйки. Чешуйки вышиваются тяжело. Здесь, видите, вот, например, ну вот черный, например, хорошо видно сейчас, да? Вот такие вот разрывы. И потом идут другого цвета, вон розовеньким тоже видно. Ну, в общем, не очень просто вышивается, в том плане, что не очень много крестиков, они все удалены, протяжки, либо закрепки и так далее. Но, тем не менее, 1000 вот можно будет отдохнуть на этом участке, полукрест повышивать, еще что-то, ну, короче, найду. И хочу еще вам показать хлопенью. Я ее, ну, следующим кадром покажу вам в полной красе, может быть, при хорошем свете развернута. Я ее развернула, как вы понимаете, потому что я закончила то, что я могу дотянуться на вот этом участке, который у меня был запялен. Что у меня тут появилось? Помните, у меня проблемы с фрузелками были. Так, ну, при таком свете, видимо, не очень хочется мне фокусировать. Но вот тут появились фрузелки. Ну, не хочет. Ну ладно, сейчас попозже я отговорю, а потом приближенные кадры вставлю с музыкой. Значит, фрузелки появились, вот так вот их видно, просто не очень близко, без макро. Тыквы, видите, обрисовалась какой-то бэкстич здесь. В общем, вышилось что-то. Здесь все еще нет даже 30%, но, тем не менее, какой-то прогресс был. Значит, с бэкстичем тут такая история, что есть какие-то моменты, которые, вот, например, листочки обрамлялись светло-зелененьким, одним цветом. А тыквы, ну, вы, наверное, видите какой-то такой рыжеватый цвет. А вот здесь вот в пипке, ну, у меня не фокусируется, я вам уже сказала, но, тем не менее, там другой цвет, посветлее. В общем, и это только в пипке. Все. В коте тоже есть бэкстич. Ну, наверное, когда приближенные кадры буду делать, вам будет получше видно. Значит, у меня тут была такая идея. Еще не запяливала, да, буду запяливать завтра. Вот при свете нормальном, естественном сниму и потом запялю для работы. Думала я, куда бы я запяливала.
Мне безумно нравится здесь дерево. Я не принесла превью, но тем не менее. Здесь дерево будет такое тоже осеннее, но красное. Прям красивое. Хотелось бы мне его, конечно, вышить. И вот тут вот бы я до кота дотягивалась, до шалма. А вот здесь идет уже новая тыква, да, тоже какая-то зеленуха, вот эти поля, тоже кот тут, в принципе, наверное, будет морда его входить в кадр, но еще и здесь, наверное, я дотянусь уже и до сапога самой главной героини Хлопини, да. Вот, а дерево, наверное, оставлю уже на приход осени, то есть через 2-3 недели возьмусь и туда дотянусь, потому что там как раз у нас будет после 20 числа будет уже осень, и вот там можно будет отдаться совсем осенней тематике. В общем, до самой главной героини мне уже прям буквально рукой подать, и я пока не думала о том, откуда я хочу ее начать, потому что вот тут вот наверху, это у меня еще нитки от совиного леса остались, значит, вот тут наверху уже я могу вышивать эту метлу ее. А здесь, ну вот буквально где-то вот тут вот уже будет сапог. Смотрите, пополам свернута работа. Так, опять не фокусируется. Но свернута работа пополам. И вот так это примерно выглядит. Короче, чуть меньше 30% готово. Давайте посмотрим приближенные кадры. И я буду вышивать вот эти 3 процесса. Как только я дошью нормы, да, мне нужно на деде, который вот вход у меня заявлен этот дед. Здесь мне надо вышить 500. Вот как только я 500 вышью на нем, я вам покажу и его, и что параллельно я вышивала в драконах и в Хлопине, что у меня получилось. Ну что ж, мне понадобилось 4 дня, чтобы закончить 500 крестиков на этом деде. Причем некоторые дни я делала несколько подходов из серии утром пошила, палец наколола, устала. Все, давайте дальше. Я знаю, что есть силиконовые наперстки, вот это вот все. Но мне кажется, ради 2 работ у меня реально начаты только 2 работы на пластике. Покупать всякие еще прибамбасы, ну, не знаю. Короче, я стараюсь, и на 4-й день действительно стал уже, видимо, мозоль набила, так что стало проще. В общем, вышла я здесь 500 крестиков, дальше смысла никакого нет, потому что в тюрьме все равно деньги не идут. И я думаю, что в какой-нибудь следующий раз при аресте тоже возьму деда еще на 500, пусть хоть так двигается. Действительно, хорошо бы его, наверное, в этом году закончить. Что еще я двигала, давайте я вам покажу, прежде чем будем кидать в кубик. Я переставила пяльцы на Хлопини, немного пошила. Мне надо вроде как за неделю я решила вышить 2500, ну, сегодня только среда. Я вышила 1000, так что, ну, нормально, по 500 в день беру. А сегодня еще не брала. Вот ушла туда вверх, в одно сложение пошила. Здесь какие-то пропуски заканчиваю. Ну, вот тут вот вниз тоже двигаюсь. В
в общем, по чуть-чуть везде, пока это не очень заметно. И еще был дракон, здесь еще будет менее заметно, потому что здесь прибавилось меньше, чем 500 крестиков. Я занимаюсь вот этой частью, и тут, сплошная чешуя. У меня сегодня и вчера была выездная работа, поэтому утром я не повышивала, поэтому здесь продвижение только за один день, но за неделю как бы хотелось бы 1000, поэтому вот больше, чем 500 еще остается, но вроде как неделя еще только начинается. Давайте смотреть. Я нахожусь на клетке тюрьма, здесь у меня все забито арендной платой, и вот тут вот какая-то более-менее надежда на прибыль. Но в любом случае сидеть, несмотря на то, что здесь все забито в тюрьме, никакого смысла нет. Поэтому буду кидать кубик, чтобы не улетел один. Так, понятно. Значит, это зеленая категория. Здесь будет арендная плата. Давайте посмотрим, сколько... Ой, не сколько, а какую... тему мне здесь дадут. Спорт. Зеленый спорт. Что-то я не помню вообще у себя спорта никакого. Но сейчас посмотрю. И если ничего спортивного не найду, то, наверное, возьму мастера Маргариту. Двигать по чуть-чуть. Ну что ж, спорт я у себя действительно не нашла в зеленой категории. Но и мастера Маргариту брать передумала. Решила взять вот эту даму с горностаем по картине Леонардо да Винчи. Это «Золотое руно». Вот, и у меня сейчас вот такая картинка. Здесь до переставления пялицы, в общем-то, еще много коричневого. Я, пока, как вы видите, не шью саму даму, а вышиваю только фон. Решила взять, потому что упор я все-таки пока делаю на хлопенью и на дракона. Обе работы такие... не то чтобы прям сильно сложные. Дракон достаточно сложный у меня сейчас участок, а в хлопении есть разные участки, есть более такие с большей сменой нити. Вот сейчас такой есть там и полегче, но есть и такие посложнее участки, скажем так. Не сильно сложно, но все-таки не такая легкотня, как здесь. Вот. А это я буду брать в перерывах, потому что хочется мне все-таки норму в этом месяце по хлопении вышить, и это значит, что надо брать прям надолго и конкретно. И все-таки, как я уже много-много раз говорила, я устаю от одного сюжета, и мастера Маргарита, в общем-то, тоже, она такая более, скажем так, кропотливая на некоторых участках, поэтому брать совсем по чуть-чуть не хочется. Хочется тоже как-то основательнее пошить, поэтому вот возьму эту работу, где можно действительно вынуть одну нитку, прошить вот куда успела, не глядя практически в схему, и скажем так, отдохнуть на этом участке и потом вернуться снова к красочной хлопении и шить снова ее. Я думаю, что как раз в следующем включении я выполню какую-то норму уже, возможно, и на хлопении, и, если повезет, и недельную норму на драконах выполню, и вот сколько-то успею вышить здесь, и тогда уже сделаю новый ход, и мы закончим эту вышивальную неделю. Итак, я вышила 400 крестиков на этой работе, но, как вы понимаете, тут мало что изменилось, несколько рядов от коричневого появилось, поэтому долго об этом говорить не буду. Давайте лучше покажу, что еще появилось на других работах, хотя тоже, в общем-то, не сильно изменилось. Я продолжила шить чешую вот здесь у дракона, по чуть-чуть заполняющую гриву, и вот тут усы, в общем, тоже не очень много прибавилось, но иду по плану. И еще вышиваю усердно хлопенью. Здесь тоже пока норма еще не совсем готова, конечно же. У меня норма на месяц огромная, поэтому... Но пока иду по плану, значит, из интересного вот здесь вышивается сверху кота. Вот сейчас не очень хорошо передается цвет, но он, видите, голубоватый такой. Вот на белом хорошо видно, что он такой... наверное, 932 или что-то такое. Но вот он, тем не менее, в коте сверху вышивается. Я сначала даже думала, что, может, я что-то там перепутала, что тут какая-то ошибка. Но когда вот так отдаляешь, да, в общем-то, все логично. Он такой больше уходит в серый цвет.
В общем, я решила, что можно остановиться на 400 крестиках в том, на той работе, да, на которой я только что вот вышивала, и пойти дальше, потому что у меня здесь ситуация немного изменилась на поле. И, собственно, арендную плату, как вы видите, ветром сдуло. Вот самое ближайшее, где будут взиматься деньги. Там еще стоят, конечно, игроки на ближайших клетках, но, тем не менее, хотя бы поборы не устраивают. Я думаю, что мы сейчас с вами бросим кубик. Так, я что-то забыла здесь карточки, надо карточки-то нести. Прежде чем бросать кубик, я только скажу, что мы бросим кубик, узнаем, что мне там выпало, а вот что я выбрала и что я буду шить, мы уже посмотрим в следующей серии. Сейчас возьму карточки, и мы продолжим. Ну вот, собственно, и карточки, чтобы я не тянулась в процессе. И давайте бросать кубик. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Это фиолетовая категория. Буду забирать арендную плату. Практически уже даже знаю, что выберу. Но посмотрим, что мне тут выпадет. Серединки беру, потому что сверху видно. Буквы или цифры в фиолетовой категории. Я даже не буду, наверное, проверять. Все-таки я говорила вам, что не буду рассказывать, что возьму. Расскажу уже в следующей серии, но нет, спойлер вам будет. Вот фиолетовая категория, мой прекрасный дракон. Даже не буду смотреть буквы, цифры и так далее. Надо его отшивать, так что возьму его и буду двигать его. Ну, конечно, все может измениться. Я иногда тоже вам говорю на камеру, что я собираюсь это брать, потом выключаю камеру и меняю свое мнение. Но это мы уже точно узнаем в следующей серии. Я надеюсь, что эта серия была достаточно интересной, хотя мне кажется, что из-за того, что у меня было достаточно много работы, она как-то так пролетела, может быть, с минимальным количеством материала. Это я узнаю уже при монтаже и, соответственно, буду решать, что делать на следующей неделе. Выпускать все равно такие недели, даже если они короткие и не очень интересные, или же к следующей неделе поменять формат и записывать, например, там 2 недели, 10 дней. Но об этом вы узнаете позже. Все обновления, какие-то актуальные новости, как всегда, вы можете посмотреть у меня в телеграм-канале или на Бусти. И увидимся в следующих сериях. До новых встреч. Пока.